sit and think back on everything. I wouldn't change one single memory, but with time I found this is one I'll... Всем привет, всем доброго времени суток. Сегодня я хотела ответить на некоторые комментарии, которые не вчерашние, не позавчерашние, а, наверное, где-то, может быть, неделю назад, которые были под видео, и эти комментарии, они периодически повторяются. Первый, конечно, комментарий это по поводу И. Значит, Светлана Баль пишет, что ее отдали бабке Магде чуть ли не с рождения. Заметьте, Магда силой ребенка тогда, не силой тогда ребенка забирала, Галя и Лиля сами отдали ей ребенка. Она не просила: отдайте мне ребенка. Но раз отдали, она ее растила. Ну, естественно, привязалась к ребенку, привыкла считать ее своей дочерью, потому что и тогда поняла. Ее месяцами они не видели. Потому что Галя категорически туда не ходила. В какие гости, о чем? Значит, ситуация такая, что на самом деле, когда я уже не раз рассказывала в своих видео, дело в том, что когда ей было 10 месяцев, я вышла на работу. В силу того, что достаточно не было средств материальных, которые мой муж зарабатывал достаточно мало. И я пошла работать. Из мебели в квартире у нас была только кровать, нагреватель воды Сахен, ковер и старый шкаф, который нам отдали. Ни стола у нас не было для того, чтобы Дэнни занимался, ничего такого не было. То есть были полностью, даже не было газовой плиты. Газовую плиту мне потом купила моя мама. И дело в том, что это на фоне того, как принято здесь жениться. Я просто хочу объяснить, потому что многие люди пишут по поводу ей, что такая вот она плохая мать, там, и так далее. Дело в том, что я хочу объяснить такую вещь, что Эя, именно Эя, я не говорю про Малик, про Дэнни, она плохой жизни не видела. Она пусть много времени находилась с бабушкой, но она жила всегда в одной квартире. Она всегда была накормлена, напоена, ей всегда покупали вещи какие-то. У нее всегда все было вовремя. Что касаемо Дэнни особенно, я не беру Малик это другой вопрос. Дэнни это был вообще, то есть всегда были определенные лишения на протяжении всей нашей жизни, что мы жили с моим мужем. Особенно большую продолжительность жизни, которую мы жили с моим мужем. Элементарные какие-то вещи, стол, стул, еда, плита газовая, холодильник. Этого ничего не было куплено. Не было ни холодильника, не было ни газовой плиты, не было элементарных вещей, такие как стулья, столы. Ничего этого не было. И это все покупали другие люди. С которыми на тот момент я договаривалась. Значит, я хочу рассказать такую вещь, что во время моего глубокого погружения в ислам, после того, как я приняла ислам, у меня началось погружение в ислам, я об этом уже рассказывала. Вместе с исламом, как я уже говорила, у меня началось принятие всей вот этой вот ситуации. То есть, если я как-то до этого там боролась, что-то пыталась сделать, выходила на работу, как-то пыталась этому противостоять, то есть пыталась как-то с этим бороться, с этой нищетой, то потом я приняла ислам, я ушла с работы, я села дома, он работал, и дело в том, что так как денег достаточно не было, нам помогали именно люди из Гамаи, люди шейхи. Определенные вещи, которые нужны были, предположим, мне по хозяйству: стиральная машина, посуда, обогреватель воды, мебель, то есть матрасы. Это все было куплено не моим мужем. Но дело в том, что на тот момент, когда я только приняла ислам, у меня было глубокое погружение в религию. Я считала, что мне нужно принимать ситуацию, как она есть, смириться с этой ситуацией и как бы пытаться вот как-то вот так жить. Это абсолютно неправильно, и поэтому вот несколько дней назад у меня выходило видео по поводу женщины, которая пошла второй женой и приняла все. С этим сталкиваются многие. Под тем видео, где вот по поводу второй жены,
было очень много оскорбительных комментариев, как бы осуждения. Но дело в том, что большинство зрителей, они именно не понимают в силу того, что не то, что они плохие или какие-то, они злые зрители. Они просто не понимают вот этой ситуации, и объяснить ее достаточно сложно, когда женщина начинает принимать. Когда она принимает ислам, и вместе с исламом она начинает принимать многие вещи, которые принимать не надо. Дело в том, что по исламу в Коране прописаны определенные условия. Если женщина отказывается от махра, от вещей, от одежды, от того, что муж ее обеспечивал сознательно, она лишает того права, которое наделил ее Аллах. У меня была другая ситуация. Я принимала все, что я не знала правил жизни здесь, я не знала, как оно должно быть. Многие осуждают меня в комментариях, что ей только деньги, она только о деньгах. Нет. Я говорю, как я уже не раз говорила, о вашей защищенности, о вашей безопасности, о вашем спокойствии, в первую очередь, потому что если вы выйдете замуж за египтянина, вы будете рожать детей, будете жить, и процент того, что вы будете работать, очень минимальный. Не считая того, что если вы будете жить где-то в курортной зоне, будете как-то там пытаться устроиться на работу. В других случаях устроиться на работу очень сложно. И поэтому и рассчитывайте на то, что в 90% вы работать не будете. И дело в том, что если вы захотите устроиться на работу, ту работу, которую вы себе подберете, ваш муж может не разрешить пойти на эту работу, как было со мной. То есть, когда я выбрала себе работу, я подобрала себе здесь работу в Александрии, им нужен был человек, который владеет английским и русским языком. Они платили, в принципе, неплохие деньги, но после того, как возник вопрос именно о разрешении мужа, муж против. И мне в компании сказали, что если муж против, мы вас не возьмем. То есть любая компания, когда вас берет, они спрашивают, если вы замужем, муж вас за или против? Да? А дело в том, что если ваш муж против, он придет и вас оттуда просто уволит. Понимаете? Так что вы, приезжая в Египет, будете работать только на той работе, которую одобрит ваш муж. А в большинстве случаев это будет либо школа, либо детский сад. Ничего другого не будет. Ничего другого не будет, ни на что другое он согласия не даст. Понимаете? Поэтому почему я так концентрирую свое внимание именно на уровне мужчины, которого вы выбираете? Потому что если вы выходите за него замуж, то есть если вы выходите за нормальный уровень замуж, то вам будет спокойно и хорошо. Как вот мы общаемся с одной женщиной, она вышла замуж в Каире. Она довольна, она счастлива, у нее есть ребенок от предыдущего брака, у мужчины у этого есть дети от этого брака. Я с ней разговариваю, мы с ней лично не встречаюсь, она счастлива. Она счастлива, потому что у мужчины уровень достаточно приличный. Они могут позволить себе ездить куда-то, отдыхать, она счастлива, и ей хорошо. Другой вопрос, если вы выходите вот именно непонятно за кого, за какого-то, извините за выражение, нищеброда, и потом начинают вылезать всякие вот такие косяки, потому что нищеброд любой, он будет всегда рассчитывать на вас, понимаете? Работаете, вы не работаете, он будет думать, что откуда-то упадут деньги, как было со мной, понимаете? Привозил мне отец деньги, мама какие-то деньги, там со своей работы у меня было очень мало денег, то есть потому что невозможно женщине, если она работает здесь, содержать семью. Поэтому все время были какие-то вливания. Потом я разговаривала с другими людьми, нам помогали другие люди, обеспеченные люди. И этот мой муж, он настолько привык, что нам постоянно кто-то помогает, что постоянно откуда-то деньги капают. И дело в том, что я вот совсем недавно узнала, что, оказывается, один из моих близких очень родственников все эти годы помогал моему мужу, втайне от меня. То есть он ему втайне от меня высылал деньги. И этот, молодец, Тамания, давай пиши теперь. И дело в том, что я не знала, а вот этот мой близкий родственник, он, оказывается, помогал, он высылал ему какие-то деньги моему мужу, он старался это скрыть, потому что, для мусульманина, если он делает садуку, это лучше скрывать и не показывать. А этот, унижая меня, говорил, как он работает в поте лица, понимаете, как он всегда говорил, I broke my ass, понимаете, чтобы обеспечить тебя.
А на самом деле, то есть мой родственник, он высылал деньги, и тайным образом, таким образом он помогал, пытался помочь мне, чтобы, чтобы семья не развалилась. И этот человек, он настолько привык жить на халяву, что постоянно кто-то помогает, что он потом просто свалился и 10 месяцев не работал, когда мы съехали с моей мамой. То есть, когда мы съехали с моей мамой, он вообще ушел с работы. И у меня были видео как раз, вот, более ранние видео, вы можете посмотреть. Потом моя мама съехала, потому что невозможно было, она все деньги уходят у нее. Она даже ничего не сохранить не может. Так после того, даже как моя мама уехала, он опять умудрился уволиться с работы. То есть это такой процент населения, который просто он никогда работать не будет. Если вы выходите замуж у такого нищеброда, без образования, из каких-то таких мест непонятных, вы должны понимать, что он рассчитывает на вас. Он будет из вас как-то тянуть. Он будет вам устраивать такие ситуации, что мало не покажется, что вы хочешь, не хочешь, ваши родственники, ваши родители, ваши какие-то там знакомые будут пытаться вам помочь. Понимаете? Не знаю, дойдет ли до вас эта информация, будет ли она понятна или непонятна, я, честно говоря, даже не знаю. Поэтому, когда мне говорят, что по поводу то, что она должна за нее бороться, после того, как у меня вышло видео по поводу с нашей акцией по поводу PewDiePie, это она должна так выходить на улицу со своей дочкой, требовать ее. А зачем мне ее требовать? Зачем мне ее требовать? Она живет в этом же городе, в соседнем районе. Она жить со мной не хочет. Не хочет в силу того, что еще с самого далекого детства постоянно ей вдалбливали одно и то же. Ненависть и презрение ко мне и к моей семье. И с этим она выросла. И это впиталось в нее с самого детства. Поэтому в то время, вот то, что мы прожили без моего мужа, вместе с детьми, я с ними, с троими прожила, 6 месяцев, это срок. Я прекрасно понимаю, я делала то, что могла, но все равно ребенок хочет жить там, потому что все, что здесь у нас здесь дома, для нее это все чужое, понимаете? Для нее это все чужое. И она это не воспринимает. У нее все это вызывает раздражение и отторжение. Понимаете? Отторжение. Моей дочери старшей с детства внушили, что там у них все самое лучшее. Еда самая вкусная, все они самые правильные. А здесь еда невкусная, я неправильная, мы все неправильные. Понимаете? И ко мне сюда можно только ехать, вот каким образом, если только что-то надо. Вот там у Гали деньги, там Галя идет в магазин, Галя идет там куда-то гулять, еще что-то. Галя что-то купит. То есть я с самого раннего детства ассоциируюсь как маслаха. Купить что-то, отвезти, но потом все это нужно отвезти туда, в тот дом. Понимаете? Я не знаю, доходит это до кого-то или нет, я объясняю, или понятно, или непонятно. Потому что вот этот вопрос по поводу ее постоянно повторяется. Я не буду тянуть ребенка, если он не хочет, если он меня не уважает, если он ко мне относится с презрением, если он меня не любит. Зачем? Меня любит Малик, меня любит Дэнни. Они меня любят и принимают меня с деньгами я или без. Хорошо у нас или плохо. И все, в любой ситуации. И она принимает ту семью в любой ситуации. Хороший район или плохой. Хорошо у них там или плохо, правильно или неправильно. Понимаете? Там ей хорошо. Я не буду ее насильно тянуть сюда, чтобы она меня постоянно спрашивала: Галя, когда мы поедем туда? А я хочу увидеть маму. А я хочу там побыть. Ребенок любит там, там для него все родное и близкое. Потому что так ее воспитали, так поддерживали ее в этом. Потому что это не только мать моего мужа так делала, а это поддерживал в ней мой муж. Когда у нас возникали какие-то конфликтные ситуации,
Мой муж, он никогда меня не поддерживал, потому что я ему всегда говорила, что мы с тобой муж и жена, дети у нас совместные, и мы должны, у нас как корабль, мы должны плыть в одном направлении. Если и детей воспитывать одинаково, если мы не можем, я в одну сторону, грубо говоря, рулю, а ты в другую рулишь, тогда ничего не получится, мы в одном корабле. Но вот эта ненависть, она всегда была, и вот эта ненависть, она привита. Я знаю, сейчас там посыпется, что ты плохая мать, как угодно. Есть определенный результат. Есть определенный результат. В старшей дочери в моей воспитана ненависть и презрение ко мне и к моей семье. Я с этим жить не могу. А она любит там. Я не буду... Я пыталась, я долгие годы пыталась именно ее привести, чтобы она жила. Я очень сильно переживала. Если кто-то думает, что мне плевать, я очень много переживала предыдущие вот все годы. Когда ей было 2, 3, 4, 5 лет, 6, 7, я очень сильно переживала. Очень сильно переживала. Сейчас у меня настал такой период. Все, я уже свое отпереживала. Мне уже это не тяжело. Я уже это приняла. И я с этим бороться не буду. Как оно есть, так оно есть. И насильно кого-то заставлять, тем более своих детей, жить с собой, со мной, просто из-за того, что я мать, я не собираюсь. У нее есть папа, у нее есть бабушка, которых она очень любит. Ну и все. Пускай ребенок живет там, где ему нравится. Там, где ему хорошо, и там, где он чувствует себя безопасно. Потому что там безопасно. Потому что там люди живут в одной квартире, там есть постоянный доход, там все у них устроено. Не устроено у меня. Не устроено у меня. Понимаете? Потому что у меня нет своей квартиры, у меня нет четкого стабильного дохода, потому что со мной неспокойно. Я могу переехать в другую квартиру. А там никто никуда никогда не переезжал. Там всегда был доход, там всегда была еда, там всегда была плита, там всегда был холодильник, там всегда было все, что нужно для жизни обычного человека. When I sit and think back on everything, I wouldn't change one single memory. But with time I found this is one I'll count. When you walked away from me, far as I can tell you.